Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. У меня за сегодняшний день по счету уже получается 3-е видео я снимаю. Хотя я для себя после отпуска определила, что буду снимать желательно по 2 хобби-влога, ну и может быть еще какие-то видео, лайф-влог, еще что-то, подобное. Но хобби-влоги будут по 2, не более. 3 видео это если я успею 2 утром снять, тогда да. Никаких ночных съемок и тому подобного. Но, к сожалению, видимо, мои планы, так сказать, по налаживанию режима пошли коту под хвост, потому что мне сейчас вообще нельзя было не нервничать ничего, но да, и пока целая неделя шла просто замечательно, к сожалению, сегодня все пошло не по плану, и я уж даже выпила 2 таблетки, в теории, которые должны мне были бы помочь уснуть, но получилось так, что я спать хочу, а уснуть не могу, потому что не могу отключить мысли. То есть, что пила я их, что не пила. Вот. А ни с чем другим я помешать их сейчас не могу, потому что это все-таки тоже не шутки. Ладно. Короче, я решила, что толку лежать, гонять мысли всякие по кругу, да, когда лучше что-нибудь поснимать. В конце концов, и вам будет что посмотреть, и мне будет польза. В конце концов, это часть моей работы, и с этого тоже налоги платятся. Вот. В общем, взяла я Марию Тролли в час заката. Как ни странно, никаких раскрасок по номерам мне сейчас не хочется. По крайней мере, сейчас мне охота что-нибудь карандашное, может быть, немножко акварельное. Выбрала я для себя вот эту иллюстрацию. Здесь много хороших, но я выбрала вот эту. Наверное, возьму здесь ашановские карандаши, скорее всего. Здесь использую, возможно, Лира Рембрандт. Посмотрим. На фоне у меня будет сухая пастель Мунга. Я так уже для себя решила. Я сейчас, перед тем, как начать снимать видео, записала в блокнот, что я уже раскрасила. У меня там было немножко нужно, в общем, как раз-таки фон доделать в Ханни Карлсон. И я что-то так полистала и думаю, вообще у меня настроение там еще что-то раскрасить. Но я поставила на полку, потому что все-таки это нужно же план выполнять, а там уже вроде план выполнен. Но посмотрю, может быть, еще что-то выберу, что-то мне как-то настроение на Ханну Карлсон. Ладно, сейчас я подберу карандаши и вернусь к вам, покажу процесс, как всегда. Такс, начну я с лепестков. Очень давно хотела раскрасить эту иллюстрацию, не знаю, потом начинаешь листать, и всегда что-нибудь еще выбираешь. Но в данном случае для меня просто идеальная иллюстрация, объем работ небольшой, при этом тематика мне нравится, и вот сейчас я именно хочу заморочиться с чем-то таким. То есть посидеть, понаслаивать немножечко, что-нибудь попрорисовывать, Потому что бывает, хочется просто сесть, пораскрашивать фломастерами что-нибудь по номерам. Иногда поакварелить охота, а сегодня прям какое-то такое карандашное настроение. Не факт, что я что-то там много пораскрашиваю. Я, в общем-то, к этому не стремлюсь. Но даже если пару листочков сейчас раскрашу и вдруг захочу спать, это будет очень хорошо. Сразу такой позитивчик, спокойствие. Поэтому хорошо иметь
разные раскраски, чтобы в них можно и карандашами, и акварелью, и фломастерами, и маркерами, чтобы тематика была разная. Нет, ну, конечно, может, не столько, сколько у меня или у кого-то еще, но все-таки хорошо иметь такой выбор. Ну, вот, наверное, кто начинает, да, для начала, наверное, вот, хорошо сразу сделать себе, там, купить несколько раскрасочек под разные материалы, чтобы определиться, что больше нравится. Вот, это лира, я уже говорила, ну, мне нравятся карандаши эти, они очень хорошие. Вот. Я в этот раз, собственно, в Питере была, и что-то я протупила. Надо было, у меня было время, надо было зайти в магазин как раз. Ну, я не знаю, что было жарко, я, поскольку была одна, и у меня вроде, знаете, сумки не тяжелые, они абсолютно были легкие, но их было 3. И я выбрала посидеть, там, кофейку попить, перекусить. У меня вообще эти карандаши выпали из головы, потому что я их покупала на Невском буквоеде, но я не знаю, есть они сейчас там или нет, но раньше это был такой стандартненький ассортимент, там можно и лиры вот эти Рембрандт, и лиры Осирис, там все было. Хороший магазин. Ну, надо еще на сайте посмотреть, потому что в MyShop мне абсолютно невыгодно их заказывать, потому что мне их много не нужно. Ну, посмотрим, если будут какие-то там скидки. Я в Ашане у полки с раскрасками, но я всегда сюда подхожу посмотреть, вдруг что-нибудь новенькое, интересненькое. Так, вот по ходу дела вот здесь новенькое, единороги. Так, это раскраска по номерам, и тут единая палитра. Ну, я сейчас не буду все прям листать, может быть, как-нибудь в другой раз. Себе я вряд ли буду брать сейчас, потому что много всего по номерам. Такая вот раскраска. 145 рублей стоит. Так, здесь есть еще, то есть это целая серия. Горгульи. Тоже с единой палитрой. В общем, они одинаковые в том плане, что я имею в виду по номерам, палитра единая получается. Так, может быть, тогда еще что-то есть. Сейчас посмотрим. Угу. Волшебные птицы. Ну, я так вот быстренько сейчас пролистаю. Вот. Чтобы такое общее представление имели. И тут еще есть раскраска. Тролли. Ну вот, как видите, двусторонние иллюстрации. Ну, под фломастеры нормально. Пойдет. Ну, тут все как обычно. Канцелярия. Ну, тут еще все выложили уже типа к школе, но скидок никаких нет. Абсолютно. Вот эта подставка для кистей хорошая, можно ее под карандаши использовать. Появились Берлинга пастельные. Хорошие карандаши. Ну, у меня просто есть. Так, что тут еще есть интересненького? Ага. Так, вот 50 цветов карандаши. Я не понимаю, у них ценник одинаковый и просто новая упаковка, как я понимаю. Или все-таки еще и какие-то новые оттенки. Вот с тем, что внизу. Потому что тут у меня вот в такой прозрачной упаковке, она, кстати, была неудобная, но карандаши, вы знаете, хорошие. Они жестче фикс-прайса, но тем не менее классные. Вот. Разница, я не знаю. Другой день, я снова в Ашане. 1199. Кариока Джой, 60 цветов.
Ну, вот как-то они непривлекательно лежат в коробке, но вместе с тем сами по себе симпатичные. Иду в Леонардо, это авиапарк, торговый центр. Прошло уже несколько дней, там предыдущие кадры, возможно, вставлю из Ашана, вот, потому что я уже за это время 2 раза в Ашане побывала. В тот раз я вот раскрасила на камеру и пошла спать. На следующий день еще пару листочков раскрасила. Ну и у меня, в общем-то, все так и лежало на столе, потому что я думала, вот-вот приступлю к раскрашиванию, но как-то вот всякие тут домашние дела, и не было времени. Ну, это, в общем-то, тоже неплохо. И главное, что раскраска послужила по прямому назначению, и действительно я в ту ночь хорошо так поспала. Вот, в общем, сейчас покажу покупки. В Ашане я взяла закладки магнитные, вот такие наборчики от Мазри. Значит, стоили, вообще я очень удивилась. Висели там на одном стенде, вот буквально вот так вот, абсолютно одинаковые закладки, один в один, вот прям дизайн, все похоже. Но одни стоили 44, другие 50 с чем-то рублей. Ну, понятно, я вот эти взяла за 44 рубля, ну или там вот 40 с чем-то, короче, недорого. Я посмотрела, у них только вот отличается... Короче, штрих-код у них отличается. Все остальное один в один. Уж я не знаю, может быть, зависит от партии, что, может быть, это более старая поставка, они ее оставили по той цене, не знаю, как бы. Вот. Но закладки классные, и они, я считаю, очень дешевые, потому что я тут видела фикс-прайс закладки 8 штук. Там вот эта штучка такая круглая, и вот они так по кругу идут, закладки 8 штук. И там не было ценника, я спросила, мне сказали 77 рублей. Ну, как бы я считаю, что это, наверное, все-таки повыгоднее. Вот. Тут вот как бы 2 одинаковые закладки, но с обратной стороны они абсолютно разные. Так что вообще такое прям разнообразие. Ну, мне нравится в раскрасках использовать вот магнитные закладки, иногда вот и такие вот ленточки всякие, тесемочки. Но я думаю, что, может быть, в каких-то закладках я буду использовать тоже, ну, типа или открыточки, или еще что-нибудь. Так, для разнообразия. Хотя в фикс-прайс вполне могли цену-то и напутать. Хотя нет, именно закладки там, по-моему, сканировали. Так что, скорее всего, они так и стоят 77. В общем, у кого есть Ашан, и присмотритесь, вдруг и у вас там по 40 с чем-нибудь, по 50 с чем-нибудь такие. Очень даже неплохо. Так, ну и еще я была в Леонардо. Кто смотрит видео постоянно, знает, что я в июне показывала, что у меня был промокод на 500 рублей в Леонардо, вот, который суммировался со всеми скидками, акциями, и по карте скидки действовали, и в накопление по карте все это шло, и там безо всяких условий. Вот. Потом я получила еще один в июле промокод на 500 рублей и тоже бесплатно взяла карандашиков. Ну и вот в августе у меня тоже в активном гражданине накопились в очередной раз 1500 баллов, и я их обменяла на 500 рублей. Так что сейчас я вам буду показывать, что я приобрела. А в этот раз это тоже были карандаши. Ну и они мне обошлись абсолютно бесплатно. Я оставлю ссылку под видео на приложение «Активный гражданин». Я, правда, как уже говорила, не знаю, могут ли там регистрироваться те, кто живет в других городах, но вот в Москве это совершенно точно можно зарегистрироваться, особенно вот те, кто зарегистрирован на mos.ru.
потому что это как бы, по сути, это единый аккаунт, там идет такая привязка. То есть, по сути дела, можно, как я понимаю, так зарегистрироваться, войти через МОСРУ, потому что там, если у вас полная учетная запись на МОСРУ, значит, ну, вам больше всяких функций там доступны и тому подобное. В общем, там каждый день, во-первых, вам дают по 3 балла за то, что вы входите в приложение, а потом там есть игра «Пульс столицы», когда вы на нее попадаете, нажимаете, то вам еще плюс 5 баллов дают. Плюс есть голосование за всякие новинки там по Москве и тому подобное. Плюс можно параллельно войти в какую-то систему по волонтерству, тоже зарегистрироваться, но это опять же автоматом все делается. Участвовать там не обязательно, но вам тоже дадут довольно-таки много баллов. И за то, что вы делитесь с друзьями там на почту, в соцсети, вам тоже дают всякие, начисляют баллы. Их можно потратить не только в Леонардо, а в Магнит Косметик, Кораблик, Бетховен, еще что-то, плюс всякие музеи, выставки, парковочные места, проезд в метро, там на 3 деньги кидать. Короче, много всего. Ну ладно, давайте приступим. И сейчас покажу, что приобрела. Я продолжила пополнять свою коллекцию этих самых карандашей Дервент. И, значит, в этот раз я взяла Derwent Drawing, и у меня это Yellow Ochra 5720. Но мне вообще этот оттенок нравится, он много где у меня в раскрасках идет. У меня есть и от марки «Каждый день», там, то есть ашановская марка, по-моему, не каждый день, а с птичкой, вот эти 50 штук и тому подобное. Короче, у меня это всегда и везде ходовой оттенок. Ну, а дроуинги, они, конечно, потрясающие, супер. Такие мягкие. Прям вообще классно. Посмотрите, какой классный цвет. Сейчас я попробую включить вспышку. Что за ерунда стала с фокусом происходить? Вот. Ну, в принципе, плюс-минус камера нормально передает. Карандаш, естественно, мягкий. Вот. Ну, я бы взяла еще какой-нибудь карандашик, но не было особо каких-то таких цветов мне интересных. Взяла пока этот. Ну, там, я не знаю, то ли у дроуингов действительно вот такая палитра небогатая, или же в Леонардо так представлено. Я не в курсе. Надо, кстати, выяснить этот вопрос. Поэтому я еще решила пополнить коллекцию колорсофтов. И взяла Lemon Yellow C030. Я просто уже говорила, что все-таки к моим зеленым колорсофтам неплохо бы взять желтый, то есть в нем как бы супер надобности нет, потому что можно взять и лиру, и любой самый дешевый карандаш, это не проблема. Как раз с хорошими желтыми карандашами, неважно, дорогими или дешевыми, у меня проблем нет. Но все-таки решила взять. Тем более бесплатно. Тоже очень классный цвет, такой яркий, там был еще более яркий, такой теплый, что ли, можно сказать, наверное, и более светлый оттенок, но я решила, что пусть будет такой. Тоже очень довольна, он у меня будет использоваться постоянно. Ну, и потом я стала еще присматриваться, вот, и решила взять мятный C470. Ну, потому что другие цвета я пока не решила. Я до следующего раза подумаю, что бы мне еще хотелось. Вот. А мятный, ну, я просто обожаю. Видите, у меня много чего мятного, и одежды, и рюкзак, и всякие, ну, в общем, много чего. На кухне у меня так вообще там и пледы на стульях мятные, и в ванной много чего мятного. Вот. Цвет очень интересный, красивый. Ну и опять же карандаши мягкие-мягкие. Я вот только не понимаю, что в Леонардо за проблема всяких листочков положить. В этот раз вообще лежала какая-то картонка, просто безобразие. Вот.
Так что вот это я взяла бесплатно абсолютно. В общем, проходите по ссылке под видео, регистрируйтесь и тоже сможете чего-нибудь приятное взять. Кстати, там еще магазин Комус. Просто пока меня Леонардо интересует. Но у меня же еще скидка 4,5% по карте, поэтому как бы от 500 рублей еще рублей 20, наверное, с чем-то, плюс-минус так, оставалось. Ну, как бы жалко их терять, потому что они же потом никуда не переносятся, а накопление по карте – это всегда очень ценно до следующей скидки. Вот. В тот раз я с доплатой брала несколько раз акварельки «Белые ночи», но мне сейчас, я поняла, никаких хотелок не было, и я решила взять на пробу еще карандашей другой марки. В общем, я взяла один пока карандашик на пробу. Это Creta Color Sanguina Dry 462/2. Вот такой карандаш. У него потрясающий цвет такой, ну, коричневый. Но если уж так по-простому говорить, меня, конечно, он просто потряс тем, что до чего тоже карандашики мягкие. Очень просто мягкие. И вот посмотрите, цвет, и как я поняла, он немножко даже, да, он еще и растирается. Они вот прям по ощущениям, как будто, я не знаю, масляные, что ли. Нет, ну, не знаю, надо про них почитать, потому что там толком не было никакой информации написано, но они меня заинтересовали. Но я не помню, по-моему, там тоже не супер богатая палитра. Я вытащила это на пробу чисто первый попавшийся, думаю, так, для интереса. Но в итоге мне и нанесение понравилось, и понравился цвет. Поэтому я взяла, может быть, даже вдруг где-то и даже для кожи немножко затемнить. Потому что то, что вот он так немножко разносится, это и то я просто пальцем провела. Это как раз хорошо, может быть, где-то совсем по чуть-чуть добавлять при раскрашивании кожи, растирать, может быть, будет хорошо как раз-таки. Надо попробовать. Я, в общем, буду присматриваться. Вот этот карандаш стоил 91 рубль. Я за него, в общем-то, заплатила 70 или 71 рубль. Вот, пришлось доплатить. И я не знаю, может быть, в следующий раз, что акция с Леонардо длится до 31 декабря, я думаю, что я уж точно накоплю еще на промокод. Я возьму Colorsoft абсолютно точно зеленые. Как минимум один у меня, он так уже наполовину сточен. И, наверное, пройдусь по Creta Color. Ну, по крайней мере, вот первые мои впечатления, мне захотелось купить еще карандашей. Но я посмотрю, как они будут точиться, как вообще будут в процессе этот карандаш. Ну и уже тогда сделаю свое окончательное такое мнение. Ну вот в идеале как бы, конечно, я вот замечаю, что нравятся какие-то карандаши по нанесению, прям вот дервенты, особенно дроуинги, для меня идеальны. Ну, не считая призм. Ну вот с призмами пока напряг, чтобы купить вот действительно в Леонардо, в красном карандаше, там что-нибудь в этом роде, в таких магазинах. Потому что вот если они будут продаваться в обычных магазинах, то тогда я... И чтобы вот поштучно, и в наборе, тогда я точно рассмотрю это все к покупке. Ну вот, потому что дело в том, что вот у призм, мне кажется, самая интересная палитра, то есть вот там, где 150 штук, там вообще очень необычные цвета. Прям вот, которые бы я точно купила, потому что они меня очень интересуют. И даже вот те там 4 цвета, которые у меня есть, они мне прям очень нравятся. Вот, но в принципе, если бы вот у дроуингов была бы такая же богатая палитра с точно такими же цветами, то вообще не было проблем, я бы покупала бы вот как раз дроуинги. Ну или вот примерно близко Creta Color. Тоже очень. Не, ну и Colorsoft, конечно, крутые. Но опять же, у Colorsoft обычная палитра. Может быть, там несколько редких оттенков, а в основном все какое-то тоже стандартное. Даже интересно, почему так, вот что такие цвета только у призм.
Это очень странно, неужели другие не могут то же самое воспроизвести? Ну что ж, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И заходите в Инстаграм 37 рыжая 38. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров и до скорой встречи. Всем пока-пока!